Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 2 марта, воскресенье. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Военные ЦАЛь отрабатывают возможность быстрого возвращения в районы Газа, из которых ЦАЛь вывел войска в соответствии с соглашением о прекращении огня, включая и возвращение в коридор Нецарим, а также перемещение гражданского населения с севера сектора в гуманитарные районы на юге сектора. В настоящее время 2 дивизии армии обороны Израиля дислоцированы в буферной зоне на границе с Газой, включая Филадельфийский коридор на границе Газы и Египта. Южное командование находится в состоянии повышенной готовности и к возможному возобновлению боевых действий в кратчайшие сроки, поскольку переговоры по следующему этапу соглашения о прекращении огня зашли в тупик. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу и министр обороны Исраэль Кац встретятся сегодня, 2 марта, вместе с другими должностными лицами органов безопасности, чтобы обсудить подготовку к возможному возобновлению боевых действий в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу не заинтересован в проведении переговоров по второму этапу сделки о заложниках. Об этом в эфире сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11 в выпуске «Хадашот». Вместо этого, сообщает Кан, Нетаньягу рассматривает возможность либо вернуться к войне на короткий период времени, чтобы оказать давление на Хамас, либо позволить прекращению огня оставаться в силе без каких-либо обменов заложниками и пленными, параллельно предоставляя посредникам время, чтобы оказать давление на Хамас с целью получения дополнительных уступок. Об этом сообщает Кан-11, общественный вещатель Израиля. В это же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу и министр обороны Израиля Исраэль Кац поручили армии обороны Израиля подготовиться к обороне города Джарамана на окраине Дамаска в Сирии, где большинство населения составляют друзы. В заявлении, опубликованном офисом Каца, говорится, что город в настоящее время подвергается атаке со стороны сил сирийского режима. Цитирую: «Мы не позволим радикальному исламскому режиму в Сирии нанести вред друзам. Если режим нанесет вред друзам, мы нанесем по нему удар», говорит Кац. «Мы обязуемся перед нашими братьями-друзами в Израиле сделать все возможное, чтобы не допустить причинения вреда их братьям-друзам в Сирии. И мы сделаем все необходимые шаги для обеспечения их безопасности», добавляет Кац. По сообщениям из Сирии, в ходе операции по обеспечению безопасности в Джарамане уже произошли столкновения между властями и местными боевиками. И главной теме выпуска. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу обвиняет начальника генштаба армии обороны Израиля Герци Алеви в попытке уйти от ответственности за атаки Хамас 7 октября 2023 года. После того, как в израильских СМИ на выходе шаббата были процитированы слова Герци Алеви, в которых он раскритиковал офицера разведки премьер-министра за то, что тот не передал информацию за несколько часов до того, как террористы Хамас хлынули через границу Израиля 7 октября 2023 года. Цитирую: «Очень прискорбно, что начальник генштаба решил публично напасть на высоконравственного и заслуживающего доверия офицера армии обороны Израиля», говорится в заявлении премьер-министра, и при этом попытаться переложить ответственность за то, что произошло 7 октября, на своих подчиненных. Конец цитаты. Напомню, что в СМИ попала информация, что 7 октября 2023 года в 3:30 утра армия обороны Израиля подготовила документ, в котором излагались многочисленные тревожные признаки деятельности Хамас в секторе Газа, и отправила этот документ офицерам разведки 7 ключевых израильских лидеров, включая и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Его офицер разведки получил документ, но не передал информацию по цепочке, говорится в сообщении. Также приводятся слова Герци Алеви, цитирую:
Если бы офицер разведки премьер-министра был честным человеком, он должен был бы уже сказать Нетаньягу, что он знал о подготовке Хамас непосредственно перед атакой, но офицер этого не сделал. В своем заявлении премьер-министр Нетаньягу говорит, что офицер разведки получил сообщение вместе с отчетом о том, что Хамас действует в обычном режиме и что южное командование Цаля проведет обсуждение утром. Напомню, что мы говорим о 7 октября 2023 года. Офицер переслал сообщение военному секретарю Нетаньягу, но, учитывая, что сообщение не указывало на срочность, решил не будить его. В офисе Нетаньягу добавили, что офицер разведки не был допрошен в рамках расследования Цаля, и ему не разрешили присутствовать на презентации результатов. Премьер-министр Нетаньягу полностью доверяет военному секретариату своего офиса, заявили в офисе Нетаньягу. То есть начальник генштаба Цаля Герци Алеви, который еще на прошлой неделе говорил, что он лично несет ответственность за атаку Хамас 7 октября 2023 года, решил за 3 дня до своего ухода в отставку обвинить канцелярию премьер-министра Израиля. חשוב לי להצטלם היום, כי למרות שיצאתי לא מזמן, כל יום מחדש אני חושב על החטופים שעדיין שמה. זה מחשבה שלא עוזבת אותי, זה מלווה אותי בכל שעה, כל דקה, ביום שבו אני נמצא פה. Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, освобожденный из плена Хамас 15 февраля, заявил в видеообращении, которое транслировалось на площади похищенных в Тель-Авиве в субботу, что он, цитирую, «не может смириться с тем, что я здесь, а есть еще люди, которые не вернулись. Пленные – это безумная игра разума. Ты постоянно сталкиваешься с мыслью: если я не выберусь в этой сделке, то, скорее всего, не будет другой сделки, из которой я смогу выбраться», – говорит Труфанов. Тот факт, что они здесь рядом со мной, комментирует Труфанов фотографии возле себя, это для меня очень тяжело, и для их семей это еще труднее. Теперь, когда я на стороне тех, кто жаждет освобождения своих близких, я внезапно понимаю, каково это и как это ошеломляет меня, говорит Труфанов. «Не пора ли освободить людей там?» – спрашивает он. Людей, которые так усердно молятся, чтобы вернуться домой. Когда я говорю о возвращении заложников, я имею в виду всех, и живых, и павших. Каждая семья хочет, чтобы все было закончено. Труфанов обращается к общественности. Не позволяйте чувствам мести, гнева и ярости взять верх над ценностями единства, братства и святости человеческой жизни. Труфанов благодарит каждого из людей, которые, цитирую, «поддержали и помогали мне вернуться домой. Я здесь благодаря вам», – сказал Труфанов, который ранее поблагодарил президента России Владимира Путина за свое освобождение. Напомню, что после выхода из плена российский посол в Израиле Анатолий Викторов вручил Александру Труфанову новый паспорт гражданина России. Он был выдан взамен просроченного за те 16 месяцев, которые Труфанов находился в плену у Хамас. Российский посол поприветствовал освобождение соотечественника, подчеркнув, что, цитирую, «российские дипломаты ни на день не оставляли усилий по вызволению Труфанова и находились в постоянном контакте с израильской и всеми заинтересованными сторонами в регионе». Посол особо отметил, что вопрос освобождения Труфанова из плена был приоритетным для российских дипломатов. Наша настойчивая целенаправленная работа велась по поручению президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сказал, что в Москве приветствует освобождение Александра Труфанова. В свою очередь, мать Александра Труфанова поблагодарила Россию за помощь в освобождении сына, цитирую, «Я благодарю за усилия власти России и, в частности, посла России в Израиле. Я прошу российское правительство продолжать борьбу за немедленное освобождение Максима Харкина, а также всех остальных заложников», цитируют СМИ заявление Елены Труфановой. Только спустя месяц после освобождения Александр Труфанов сказал спасибо людям на площади за то, что он на свободе. На митинге, на котором транслировалось обращение Труфанова, зачастую поливают грязью премьер-министра. Но пока что Александр Труфанов не делал никаких обращений к Нетаньягу.
Если же вы заметили в социальных сетях подстрекательство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу или же его семьи, напишите об этом главному редактору нашей радиостанции. Имейл на ваших экранах. efir@radionaria.com. И возвращаемся к субботним протестам в Тель-Авиве. Участники субботней акции обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в том, что, цитирую, «он бросил заложников». «Биби, — говорит один из родственников похищенных, — вы победили меня в битве за жизнь моего брата, но мы победим вас в битве за жизнь страны. Мы не позволим вам принести страну в жертву вашему правлению. Вы, Биньямин Нетаньягу, создали и вооружили Хамас. Вы усыпили страну. Вы сказали, что Хамас сдерживается как никогда». Конец цитаты. Также участники субботней акции в Тель-Авиве обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в циничном использовании Шири Бибас и ее маленьких сыновей Ариэля и Кфира. «Вы использовали семью Бибас для своего пиара. Как вам не стыдно? Идите домой, хватит». Это была цитата. Но и в то же время на протесте в центре страны микрофон перехватывает Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, и говорит, что она выступает против, цитирую, «садистского правительства». По ее словам, высокопоставленные чиновники сообщили ей, что Нетаньягу знал о всем, что происходило в плену. Зангаукер добавляет, что Нетаньягу хранил молчание и позволил издеваться дальше над нашими заложниками. Конец цитаты. Пока Зангаукер кричала на протесте, ее лицо печаталось в типографии Нью-Йорка для нового номера издания The New York Times. Именно в The New York Times вышел материал об Эйнав Зангаукер под названием, цитирую, «Как измученная мать стала злейшим врагом Нетаньягу». Напомню, что Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, стала ведущим борцом за освобождение заложников, а также одним из самых ярых критиков правительства Биньямина Нетаньягу. Протестующие на митинги в субботу вышли во многих городах Израиля. Погода была хорошая, но если еще вечером за прогулку получать несколько шекелей, прекрасный досуг гарантирован. В Хайфе участники протеста требовали завершения соглашения с Хамас, неся плакаты с надписями «До последнего заложника». Конец цитаты. Напомню, что Хамас настаивает на продолжении сделки со второй фазы, которую Израиль в значительной степени отказывался обсуждать в течение последнего месяца. Террористическая группировка заявила в субботу, что она отвергает предложение Израиля продлить первую фазу сделки, а не продвигаться ко второй. В течение выходных заложников не освобождали, хотя на первом этапе операции по освобождению проходили каждую субботу. Ассоциация банков Израиля сообщает, что в последние месяцы банки и полиция вывели значительный рост мошенничества, особенно это касается пожилых граждан. Банки и полиция фиксируют рост случаев, когда мошенники выдают себя за банковских служащих или же сотрудников полиции. Часто они обращаются к гражданам по-русски и обманом убеждают их сообщить свои банковские реквизиты и перевести деньги со своего счета на неизвестные счета за границей. Помните, банк не обращается к своим клиентам за конфиденциальной информацией по телефону. Если вам звонят или присылают сообщение по электронной почте, в котором просят сообщить пароль от вашего банковского счета, это не банк. Вас просят послать по СМС или электронной почте ваши личные данные или реквизиты вашего банковского счета – это не банк. Вам присылают по СМС или электронной почте ссылку на сайт, где у вас просят сведения, необходимые для входа на ваш счет. Это не банк. Вам предлагают банковские услуги через приложения, которых нет в официальном магазине приложений. Это не банк. Вам звонят или присылают сообщения по электронной почте с предупреждением о том, что ваш счет вот-вот будет заблокирован и срочно требуется ваше вмешательство. Это не банк. Вам звонят или присылают сообщения по электронной почте с просьбой сообщить одноразовый код, который прислали вам по СМС. Это не банк.
С вами говорят по-русски. Представители банка израильской полиции должны знать иврит. Попросите их перейти на иврит. В большинстве случаев после этой просьбы мошенники отключаются. Будьте осторожны. Напомню, что из-за политики платформ во время трансляции наших новостей на YouTube-канале Радио Нария мы не можем употреблять некоторые слова. Также мы не можем рассказывать о некоторых происшествиях в нашей стране. Все это мы публикуем в нашем телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы нас смотрите по телевизору, своим телефоном отсканируйте QR-код на ваших экранах. Напоминаем, что появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также и наш канал называется Радио Нария. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Нария. Все остальные каналы не имеют к нам никакого отношения. Не смотрите фейки и ложь. Если же вы хотите поддержать нашу радиостанцию, это сделать очень просто. Уже сейчас подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Нажмите палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в понедельник, 3 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.